Идея ролика возникла в процессе формирования аргументации «Почему Now-эра?». В нем я хочу привести одно достаточно очевидное наблюдение, которое, с одной стороны, объясняет, почему в мире творится такой бардак. Причем объясняет, отталкиваясь именно от наблюдаемых всеми нами следствий, а не от недоказанных с точки зрения современной науки причин. А с другой стороны, как раз доказывает эти самые причины, вынужденно вводя их в аргументы логической цепочки. И, конечно же, это всего лишь мои умозаключения, причем заведомо очень упрощенные и пропитанные отчасти черной иронией. Но они однозначно наталкивают на размышления в нужном направлении. Так вот, я думаю, никто не станет отрицать, что с повышением уровня социальной ответственности растет и уровень информационной доступности. Иначе говоря, если ты простой работник на фирме, то имеешь один уровень доступа к реальной информации, а если президент этой фирмы, то другой. Этот факт наталкивает на вывод, что, условно говоря, сильные мира сего владеют более объективной картиной мира, чем прочий электорат, и действуют, формируя основную повестку цивилизации, опираясь на эту картину. И как итог, мы имеем нынешний мир. Кто-то мне рассказывал на уровне слухов, что президент любой страны при вступлении в должность получает в распоряжение некий условный чемоданчик с чем-то там очень секретным. Так вот, отталкиваясь от обратного, наблюдая итоги сформированных повесток, я думаю, что там лежит всего лишь один листок с одной короткой фразой. На нем написан главный секрет этой цивилизации – «Живем один раз». И, уложив себе в голову эту идею как истинную, они начинают, соответственно, действовать. Это, конечно же, шутка, но эта шутка – квинтэссенция всего основообразующего мировоззрения современной цивилизации. Цивилизации, зародившейся от большого взрыва и взрывами поменьше, теперь решающей все свои проблемы. Цивилизации, не имеющей общей глобальной цели, поскольку появилась бесцельно, случайно. Но так как существовать без цели она почему-то не может, то выбрала она себе ее под стать этой квинтэссенции. После нас хоть потоп. Потребляй, наслаждайся, бери от жизни все, пока можешь, ведь живешь один лишь раз. И чего париться о каких-то последствиях, если итог у всех один и тот же – деревянный макинтош и уход в небытие. Улавливаете ход мысли? Введение этого главного секрета как мотиватора к действию объясняет все поступки людей, составляющих якобы элиту общества. И даже глядя на поведение религиозных представителей этих ребят, говорящих нам, прихожанам, о бессмертии души, начинаешь думать, что лукавят пацаны. В их подвалах тоже лежит чемоданчик с тем же листочком. И глядя на весь этот творящийся вверху беспредел, исходя из вышеописанных умозаключений, вполне закономерно напрашивается вывод – они что-то знают. Так почему бы не присоединиться к этой вакханалии людей, глубоко и достоверно проинформированных? Чего тешить себя иллюзиями о жизни после жизни, соблюдая все эти ограничивающие заповеди? Отрывайся по полной, ни в чем себе не отказывай. И ведь многие так и делают. Многие, но не все. У других многих есть какой-то червячок внутри, не дающий переступить некую невидимую черту. Черту, условно отделяющую человека от животного. Червячок, твердящий, что не все так просто с этим чемоданчиком. И как это объяснить? Мечтать не вредно? Жить-то ведь так хорошо, и не хочется, чтобы со смертью твое сознание исчезало в никуда. Вот и фантазируешь на тему. Или, может быть, надпись в чемоданчике врет? Парадоксально, но нет. Надпись на листочке – правда. Суровая правда этой одноразовой цивилизации с ее потребительским мировоззрением. А еще парадоксальнее, что тема бессмертной души – тоже правда. И дело тут не в том, что правда у каждого своя, нет. Просто это не вся правда. На ум приходит поговорка «слышал звон, да не знает, где он». Здесь уместно для лучшего понимания, что я имею в виду, провести аналогию. Это как если бы я вам сказал правду. Будешь есть одно мучное и сладкое, станешь толстым и больным. А вы запомнили только «ты станешь толстым и больным». И еще одна аналогия. Игра «Испорченный телефон». Играли в такую? Помните, что происходит с начальной фразой в конце цепочки? Так вот, вся правда на листочке в чемодане должна звучать приблизительно так. Если не поменяете свое мировоззрение и не вспомните, зачем вы здесь, будущего у вас нет, и живете вы один лишь раз. Почему я в этом так уверен?
Наверное, потому что тоже обладаю кое-какой информацией и навыком анализа и синтеза. И главное ее отличие от пресловутого чемоданчика в том, что не нужно становиться избранным, чтобы получить к ней доступ и самому делать свои выводы.